Представители знака зодиака Лев, я приветствую вас. Таро прогноз. Март 2025 года. Что откроется? Что прояснится в марте? Секреты марта и ключи судьбы. Чему нужно уделить внимание? По мнению карт, какие подсказки они нам дадут для вашего знака зодиака? И, мои дорогие львы, будем милосерднее и добрее к самим себе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Помним 2025 год. Основная задача – адаптироваться, а потом организовать себя или свою жизнь с какими-то новыми событиями, которые войдут в нашу жизнь. На многое мы не можем влиять, раз уж нам довелось с вами жить в эпоху перемен. Давайте через карты Таро рассмотрим один из альтернативных вариантов с позиции позитивной психологии. И будем реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Или сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. И у нас первые три вопроса или первые три карты. Чему нужно уделить внимание, по мнению карт? В чем ключи или знаки судьбы? О какой истории нам могут рассказать или каких энергиях карты? Итак, первые три карты. Знаки судьбы или ключи судьбы. Все те события, которые с нами происходят, так или иначе, они ведь нас подводят часто к какому-то итогу или выводу. И две карты. Что откроется, что прояснится. Важно заметить эти подсказки. Следующие две карты несколько необычный расклад в прогнозе. Это как исполнится ли ваше намерение, осуществится ли задуманное, или исполнится ли ваше желание. У нас будет две карты, вы можете загадать то, что у вас сейчас наиболее активно, может быть, в вашей жизни, как мы говорим, проигрывается, или чем вы занимаетесь. Получится это дело осуществить или нет, и какие подсказки нам дадут карты. Или один вариант, или загадывайте два. Следующая карта будет неожиданности. Сфера ваших достижений, работы и денег. И сфера личной жизни и любви. Давайте будем смотреть, что же нам расскажут карты, какие энергии в мае. Подводите итоги. Страшный суд, старший аркан. Тут действительно на вас влияют внешние события. И здесь это может быть как обстоятельства, в которых вы находитесь. У кого-то решение человека, может быть и не ваше решение, или какое-то предложение, разговор с человеком. Но вот есть что-то извне, что вас действительно подталкивает делать выбор. Или когда вас что-то заинтересует, и вроде появляется возможность. Для кого-то по этой карте ваша давно забытая мечта. И вдруг теперь в марте вы видите, что ух ты, а на самом деле, если немножко себя изменить. Или, а почему бы мне не рассмотреть и этот вариант? Вот что-то подобное вы можете себе сказать, потому что либо, опять же, через общение это приходит какая-то идея или мысль, или обстановка вас к этому вынуждает. Но всегда этот аркан, он олицетворяет избавление от боли, избавление от страданий. Какой-то длительный, затяжной период предыдущий, он заканчивается. И вообще жизненный этап заканчивается. Самое время перестроить себя и, самое главное, адаптировать к тому, что есть. Давайте посмотрим, что еще. Ух ты! Карта заслуженного успеха. Шестерка мечей. Люблю эту карту, потому что она, с одной стороны, обозначает драйв, с другой стороны, это как открытие новых горизонтов. Тут самое главное где-то, не прошляпить, не сказать себе, а нет, вот я ничего не хочу менять. Пусть вы не хотите менять свою мечту, идею, и не нужно, но, наверное, ее адаптировать тогда нужно, может быть, к внешним событиям или к той обстановке, в которой вы находитесь. Хотя для кого-то может проиграться поездка конкретно в марте с каким-то вашим интересом. У кого-то это может быть новое направление по работе, по бизнесу, по вашему личному делу или творчеству. Мы что-то начинаем. Мы как отплываем от прежнего берега. И очень символично. Нам первый аркан страшного суда рассказал, что жизненный этап предыдущий закончился. И вот практически нам нужно оставить за спиной какие-то наши заботы, может быть, с одной стороны, или то, чем мы занимались, но оно не служит прогрессу, нет продолжения, нет вашего развития, или вы не можете с прежними какими-то методами или подходом
осуществить свое намерение или мечту. Здесь действительно нужно что-то пересмотреть. У кого-то конкретно, как я сказала, проиграется поездка или вы начнете планировать переезд куда-то далеко. Но есть вот те энергии, которые вас меняют практически или пытаются изменить вашу жизнь. Есть какие-то и подсказки тоже. По шестерке мечей я всегда говорю, ведь это у нас мечи, это воздух, пространство, эфир, вселенная, интернет. И по этой карте часто проигрывается, когда мы изучаем новые технологии. Или как я могу работать из любой точки мира. И это может быть какие-то скиллы, навыки или обучение какому-то конкретному ремеслу. Вот как раз все эти моменты, они нам и дают возможность, ну, буквально не пропасть в любой точке мира, адаптироваться к любой ситуации. Поэтому я так вижу, у вас по работе будут, ну, какие-то ваши новые темы, которые вас могут очень заинтересовать, захватить. Вам захочется в этой области развиваться. Может быть, это то, что вы делали до сих пор, но как новое ответвление или какой-то новый такой тонкий нюанс, то, что вам нужно изучить. Изучение языков также проходит по этой карте, потому что, ну, мы как новую территорию осваиваем, новый менталитет, новую культуру. А кто-то из вас может искать работу, которая связана с командировками, и ее найти. Но какой-то успех нам карта обещает. Но это произойдет не в марте. Карта говорит о том, что тебе придется пройти в одиночку. Дорогу осилит идущий. Требуется на это мужество. Самое главное мужество – найти в себе силы и понять, что действительно мир меняется. И мне нужно себя как адаптировать к новым условиям или рассмотреть какие-то новые варианты. Для кого-то поиск этих самых вариантов. Такое тоже может быть. И тогда успех неизбежно придет. Карта это обещает. Заслуженный успех. Единственное, с чем нам будет сложно совладать, с нашими эмоциями. Эмоций много. Не хочется, может быть, ну, какой-то такой, не совсем, может быть, реванш, но принимать решение или делать выбор. Хочется закрыть глаза, вот действительно по девятке мечей, ну и как абстрагироваться от того, что происходит. И тем не менее, вот, наверное, как искаженное восприятие наше, или когда мы слишком углубляемся в какую-то тему, вопрос, а все лежит на поверхности. Тут нельзя закрывать глаза, когда выпадает девятка мечей. Здесь нужно быть реалистами и смотреть в оба. Но где-то вот такие энергии, они могут накрывать. И у кого-то тут по-разному. Кто-то как воспоминания, может быть, о человеке конкретном, о том, как было все хорошо. И очень хочется вернуться назад. А тем не менее, ну, наверное, так вот холодным умом вы понимаете, нет, все равно жизнь идет вперед. И мне нужно как-то вот с этими эмоциями согласовать самого себя или саму себя. Адаптироваться, опять же. Это в первую очередь по этой карте идет адаптация. У вас нет помех. Но важно, вот какие энергии превалируют. У вас уже на пороге какой-то новый путь, новый успех, новые возможности. Но мы можем застрять вот как в этих эмоциях, воспоминаниях, глубокой философии на мелком месте. Или когда мы начнем, ну, как пустые надежды надеяться. И карта нам говорит о том, что не жди того, кто не придет, не наделяй людей теми качествами, которыми они не обладают. Все-таки больше карта говорит о реальной жизни. Мы не можем закрыть на что-то глаза. Поэтому вот для вас прозорливому и внимательному нужно быть. Что же откроется, что же прояснится, а что его величество выбор? И, может быть, этот выбор уже тянется какое-то время, но время настало именно в марте вам с чем-то определяться. Вы не можете, вот как этот молодой человек, он уже, видимо, всеми способами попытался понять, что же он, какую чашу готов выбрать. Ну, или считает, вот есть такая считалочка, как в детстве, да, но и опять же снова сомневается. Много разных мыслей, сложный выбор на какой-то у вас стоит, что откроется, что нужно сейчас именно открыть глаза и этот выбор сделать. Ну, видимо, вот к такому выводу вы и придете. Посмотрите, как только вы его сделали. Путь наверх. И это опять же старший иерофант. Посмотрите, вас подталкивает словно судьба, высшие силы. Назовите как угодно. Но уже закрыть ту предыдущую страницу вашей жизненной повести или главу, которая была до этого. Вам нужно себя настроить на что-то новое в связи с тем, что вы себе планируете или какие намерения. Тут может быть у них очень много, что же выбрать. Да, мы можем растеряться. Отсюда и сомнения.
Но как только выбор у каждого, понятно, свой. У кого-то это в личной жизни, у кого-то по работе, у кого-то связано с переездом. Или когда вы вообще, может быть, впервые задумаетесь. Действительно, мир меняется. Мне нужно адаптироваться. И зададите себе самый главный вопрос. Куда я иду? Чем я буду заниматься? Что будет иметь прогресс, продолжение? А чему? Ну, это как пустая трата сил, энергии и времени. И как только вы с этим определитесь, по аркану Иерофант вас поддерживают высшие силы. Или часто по этой карте мы проводим важные согласования, как дороги перед нами открываются, мы встречаем нужных людей. И правда, оно на самом деле так. Оно работает. Если нам что-то суждено, и мы вот этот выбор, ну пусть это какие-то первые робкие шаги, мы делаем, но это как-то правильно. Пространство тут же откликается. Или нам дают какую-то информацию, приходят нужные люди, или у нас получается, пусть это не очень быстро, вот такая лестница наверх. Это происходит постепенно, но тем не менее, это не есть какой-то застой. Это все равно мы идем вперед, и мы остаемся довольны. По Иерофанту мы можем получить высокую должность, например. Вы можете отправиться согласовывать какие-то документы, как я уже говорила, высокие инстанции. Карта нам говорит, поступай по закону, уважай где-то власть, уважай традиции, менталитет опять же, да. Вот что-то вы можете начать изучать. Или, если это связано с переездом, конкретно нужно изучить культуру, может быть, и язык, ну, какие-то обычаи той местности, куда вы намереваетесь ехать. Или, если это связано с конкретным делом, то тоже нужно организовывать. Поэтому бумаги, изучение, согласование, все проходит по этой карте. У кого-то иногда по аркану Иерофант проходит и личная наша жизнь. Это мы оформляем наши отношения. И здесь у каждого по-разному будет. У кого-то, если прежняя история была, ну вот так, ни шатка, ни валка, может задуматься, ну и куда же идут наши отношения. А у кого-то в паре, если была какая-то пауза, но вы продолжаете общение, но тут тоже у каждого своя стезя, но тем не менее выводы какие-то и выборы, вот что открывается. Значит, какая-то обстановка, вы видите ее ясно, стоит этим заниматься или нет. И когда вы делаете правильный выбор, вот эти дороги перед вами пространство открывает, как возможности. Давайте узнаем, сбудется ли ваше желание, исполнится ли задуманное. Первый вариант. Конечно, но надеемся сами на себя. Причем карта нам говорит еще и о том, что не разглашай свою тайну. Но это может быть очень близкий круг, один-два человека, кому вы доверяете. Королева жезлов – это сильная позиция. Еще нам говорят, это та, которая умеет правильно распорядиться деньгами и знает, как заработать. Дело, работа, бизнес, построение карьеры, пусть даже вы работаете по найму, тут все идет со знаком плюс. Но карта говорит, первое, помогает тебе буквально молчание, или когда ты что-то не обнародуешь, или не выносишь вердикты. Ну и, как я уже сказала, надеемся мы сами на себя. Давайте откроем второе ваше намерение. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я могу предположить, мои дорогие львы, либо два желания, два намерения у вас как-то взаимосвязаны, потому что практически нам говорят о самодостаточном человеке и тот, который точно знает, что он будет делать. Ну, наверное, еще точнее знает, чего он делать не будет. Возможно, где-то и карты вам говорят, оттолкнитесь от того, чего ты не хочешь, куда ты не хочешь идти, или что ты не хочешь продолжать в своей жизни, что тебе уже перестало быть интересным, что тебя не только не впечатляет, но даже, ну, в хорошем смысле не цепляет где-то, не хочется продолжать. И тогда ты точнее сделаешь этот выбор. И правда, когда мы от противного как будто начинаем, ну, такое вот размышление, эссе самим собой, для нас вырисовываются более четкие позиции, и выбор тогда мы делаем более правильно. Но здесь какое-то желание, мои дорогие львы, вы намерены именно с себя самого начинать. У кого-то это может быть или совпадать, смена вашего имиджа, или какая-то внутренняя перестройка, которая потянет за собой и еще и одновременно, ну, как внешние какие-то изменения. По королеве жезлов мы не нуждаемся в одобрении, мы доверяем самим себе. Мы позволяем себе делать ошибки и идти дальше. Это, пожалуй, самая сильная позиция по этой карте. И поэтому тогда
Даже если мы чем-то прежде занимались, тут мы понимаем, что ну нет, вот нет продолжения. Но в какой-то траектории это продолжение будет, а потом уже стоп. Поэтому вы можете добавить, кстати, у кого-то как дополнительный заработок, дополнительный источник дохода или дополнительное место переезда у кого-то так, или какой-то альтернативный вариант работы. Вот что-то такое может проиграться, и вы рассчитываете, правда, если рассчитывать на себя и с определенной долей настойчивости что-то продолжать, получится великолепный результат. Неожиданности. Опять же, двойка мечей, есть какой-то уже тупик. И где-то семерка чаш ведь тоже. Это выбор, это всегда определенный тупик. Или мы чувствуем, что что-то завершается, или мы чувствуем, что обстоятельства меняются. Мы можем, кстати, предчувствовать, и у вас может очень хорошо работать интуиция в марте месяце. Она вам как будто предвосхищает, приоткрывает события, напоминает: не сиди смирно, начинай двигаться или начинай что-то изучать, начинай интересоваться, ищи какую-то информацию, потому что мир вокруг меняется. Да, поначалу мы можем быть изумлены, что мы думали, что какое-то дело будет продолжаться, может быть, очень долгий период времени, или мы можем где-то успокоиться, понадеяться на кого-то или на что-то. А тут мы понимаем, что нет, на самом деле как-то с другими гранями обстоит дело. В неожиданностях мы понимаем, что то, к примеру, даже если мы рассматриваем вашу карьеру, как какая-то тема, которую вы сейчас развиваете, если она притормаживается, это тоже может быть своеобразная подсказка. Пересмотри, реструктурируй, переделай или видоизмени что-то, если не идет. Тебе это вот какой-то тупик или своеобразная остановка может подсказывать, как не то направление, может быть, ты выбрал. Ну, если это как цель вашей жизни, понятно, что мы оставим эту цель, но корректировать мелкие планы, чтобы, ну, даже если где-то что-то со скрипом движется, а добрые дела наспех не делаются, но, значит, все равно продвижение было. Мы никуда не торопимся, кстати, ни по одной карте. Хотя я могу предположить, что по шестерке мечей это нужно будет совершить какую-то поездку достаточно быстро. Буквально собраться, подпоясаться и поехать. И тогда как вот из вас вот эта поездка будет ключом либо к решению какой-то проблемы, либо открытию новых горизонтов, расширению собственного кругозора. Вам действительно нужно делать выбор и выходить из какой-то тупиковой ситуации. Но карта нам о чем говорит? Во-первых, мир, гармония в собственной душе. И не закрывать на что-то глаза. Обратите внимание, двойка мечей, девятка мечей. Закрыты глаза у человека. Вот вам на что-то нельзя закрыть глаза. И если приходит какое-то известие или какое-то предложение, пусть нелепое, не связано вообще с вашей деятельностью или с теми вашими планами, но в этом какое-то рациональное зерно будет. Поэтому обдумывайте все то, что вы слышите. Подмечайте, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Тут даже не просто в предложении, а в какой-то случайно оброненной кем-то фразе, а вами услышанной, может быть тоже подсказка. Давайте узнаем сферы денег, работы и достижений. Хотя нам уже сказали, ну правда колесница– это карта успеха. Но она точно так же говорит, как и аркан Страшный суд. Уже прошлый этап закончился. Не оглядывайся назад. Для тебя только вперед. Но как вы организуете жизнь, это будет зависеть от каждого из вас. Принять какую-то новую реальность нам нужно. Даже если она нам не нравится. Или, ну, что-то меняется помимо нашей воли. А тем не менее, ну, где-то эпоха перемен. У вас действительно перемены, как мы говорим, на пороге. И это ведет к успеху. Все то, что я говорила в предыдущих картах, эта карта старшего аркана подтверждает. Любовь, личная жизнь. У кого-то по 15-му аркану страсть. Может быть, эта вся ситуация, которую нам описывают карты, связана с личной жизнью. Конечно, у кого-то личная жизнь, это не обязательно и про любовь, это ваше новое дело, творчество, или какое-то новое направление, по которому вы делаете выбор, или какой-то новый интерес, и вы просто будете, ну, с головой идете в этот свой проект. Но у кого-то это может быть знакомство с человеком, который очень притягательный, с которым хочется продолжать и отношения, узнать его поближе. Может быть, есть какая-то и зависимость. Тут у каждого по-своему. Может быть, у кого-то есть
Долгоиграющие, мои дорогие львы, отношения, которые ни шатка, ни валка. Ведь по аркану дьявола идут не только страсть, а еще идет и зависимость. Зависимые отношения. И карта нам будет говорить, ты не должен быть ни от кого зависим, ты должен быть свободен. И поэтому, если какие-то качелеобразные отношения, скорее всего, тут тоже для себя нужно что-то прояснить. Возможно, делать выбор. Потому что не проморгать какой-то стопор, если отношения никуда не идут, не развиваются. Они вас могут где-то и погружать вот в такую подобную девятку мечей, в какие-то ложные воспоминания, в ложные иллюзии. А выбор, тем не менее, каков он есть, как дела обстоят. Вот так и нужно делать. Выполнять. У вас 2 старших аркана на сферу достижений и на личную жизнь. Я хочу достать еще по одной карте. Вообще, если так судить по тому, что исполнится или что вы можете осуществить, очень благоприятна сфера работы, вашей занятости или каких-то новых проектов, разработка как таковых. Что такое аркан колесница? Действительно, подтверждает карта все мои слова. Туз пентаклей, обратите внимание, тебе в будущее, как будто говорит аркан колесница, тебе в новый проект или с элементами новизны. Здесь понимаете правильно, пожалуйста. Но всегда туз пентаклей — это мы как маленькое зернышко садим в землю. И пусть вот эти тоненькие корешки, еще слабые росточки, но в последующем мы вырастим денежное дерево. Здесь вам что-то нужно новое начать. Может быть, и изучать языки или какое-то направление по творчеству, у кого-то дополнительный заработок. Одним словом, все то, что я говорила, исполнится ли ваше желание. Какая-то работа предстоит. По крайней мере, об этом нам говорят карты. Но по тузу Пентакли нас еще словно поддерживают высшие силы. Опять же, то, о чем я говорила. Личная жизнь. Какую подсказку нам дадут карты? Ну, тут тоже то, что я говорила. И если отношения не идут никуда, и если вы видите, продолжения нет, или это вы живете где-то воспоминаниями, девушка нам сидит, ну, вот так вот, подперев рукой голову, вот 3 уже каких-то разлитых или пустых кубка, уже что-то проиграно, что-то определенно ясно, но она еще погружена вот в эти воспоминания, да, а глаза открыты, но ей все кажется, она словно смотрит в одном направлении и ждет кого-то. Но этот кто-то все не появляется. А в это время совсем с другой стороны, откуда она даже не ожидает. Ей подают вот этот наполненный волшебный кубок. Увидеть другое направление. Вот об этом нам говорит карта. Твое время пришло. Не время терять как раз возможности какие-то. Для себя, может быть, какой-то новый путь или какое-то новое вдохновение. У вас оно будет. Пусть это через подсказку или ваше увлечение. У каждого по-своему. Но направление мы должны действительно поменять. Потому что, как я говорила, не жди, может быть, того, кто не придет, или не жди того, кто проявится. Конечно, это не для всех проиграется. Для тех, кто в паре, к примеру, по 4 чаш, ну, может быть, и есть какие-то заботы, проблемы, которые касаются вашей семьи, но по 4 чаш у нас ничего не меняется. Но тогда какая-то задумка может быть внутри вашей пары, как в ваших отношениях, или то, о чем вы думаете в последнее время, сообща с вашим партнером, если у вас все хорошо. Но тогда альтернативный как раз вариант какой-то нужно рассмотреть. Кто знает, может быть, вы семьей собираетесь переезжать, может быть, вы собираетесь работать на дому. И тогда разные варианты. Если один не проигрался, значит, ну, надо рассмотреть что-то другое, совершенно альтернативное. Для тех, кто один или одна, вам нужно выйти из этого одиночества. Не жди, опять же, что если ты бездействуешь, ты можешь кого-то встретить. Нужно выйти навстречу судьбе. Нужно расширить диапазон общения, свой социум, какие-то новые варианты искать. Не время, в принципе, сидеть в ожидании. В ожидании, ну, непонятно чего. От вашей активности будет зависеть ваш и успех, и, главное, вам, как высшие силы, мои дорогие львы, и астрологически это тоже проигрывается, открывают новые пути дороги к вашему успеху, к вашему счастью. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.